Доброго, хорошего дня всем зрителям моего канала, моим подписчикам и просто гостям. Сейчас мы с вами на канале Вязание крючком с Ольгой Головатой. Также хочу вам напомнить, что у меня есть еще один канал, который я посвятила вязанию спицами. Приглашаю заглянуть. Ссылочку на тот канал вы найдете в описании под этим же видео. Ну а сегодня на этом канале и прямо сейчас я хочу предложить вам связать очень красивый новый узор. Построение опять цветочное, но не такое, как всегда. Оно будет отличаться. Узор несложный, вяжется достаточно просто. Немножко внимания и терпения. Последите за руками, и у вас получится вот такая красота, которую вы видите на экране. И этот образец я связала из тонкого хлопка, хлопок Лилу турецкого производства. Вот вам даю картинку на этот хлопок. И крючком японского производства номером 1,1. 1,1 это размер головки фирмы Тулип. Для показа этого узора я возьму ниточку немножечко потолще, это будет хлопок и бегония. И, соответственно, под этот хлопок я возьму и крючок побольше, той же фирмы Тулип японского производства, номером 1,5. Ну что ж, давайте сегодня примемся за работу. Ну вот наш крючок и наша ниточка бегония. Мы набираем первую петельку. Хорошенечко затягиваем узелок и провязываем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь отмечаем ногтем, к примеру, последнюю петельку и провязываем еще 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 1 накид на крючок. От крючка возвращаемся в третью петлю. Провязываем столбик с накидом. У нас получилась маленькая арочка, это основа нашего цветка. Теперь мы входим крючком в эту основу, провязываем столбик без накида и вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. От крючка в первую же петельку мы вытягиваем петлю и теперь из-под цепочки вытягиваем еще 8 удлиненных столбиков без накида. Мы провязываем как столбик без накида, а потом подтягиваем петлю. 1, еще раз. Провязали как столбик без накида под цепочку и подтянули петлю. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь захватываем ниточку и протягиваем ее через все эти петли и еще раз протягиваем нить через петлю. А теперь заходим в основание, провязываем столбик без накида. Это первый лепесток нашего цветка. Снова вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И точно так же в первую петельку от крючка вытянули петлю и из-под цепочки провязываем еще 8 удлиненных столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Захватываем ведущую нить, протягиваем ее через все эти петли и еще раз протягиваем нить через петельку. Теперь крючком возвращаемся в основание и провязываем столбик без накида. И вяжем третий лепесток.
снова 6 воздушных петель, 2, 3, 4, 5 и 6. От крючка в первую петельку вытянули петлю и из-под цепочки 8 удлиненных столбиков без накида. Провязали все эти петельки вместе, еще раз провязали петлю и вернулись снова в основание, провязали столбик без накида. Вот мы с вами связали цепочку, сделали основание для цветка и лепестки нашего цветка вывязываем в обратную сторону. Теперь отсюда мы вяжем 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Провязали, оставили эту петельку и пропускаем один этот лепесток между первым и вторым. У нас вот здесь вот в основании вязался столбик без накида. Мы входим в него и протягиваем эту оставленную петлю. И снова вяжем 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Оставили петельку. Между вторым и третьим точно так же есть столбик без накида. Входим в него крючком и протягиваем петельку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Оставили петельку. За последним лепестком на основании у нас тоже есть столбик без накида. Мы в него входим и подхватываем петельку, протягиваем через этот столбик без накида нашу оставленную петельку. У нас появились вот такие вот большие арочки. И теперь под эти большие арочки мы будем вязать по 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Мы обвязали первую арочку. Теперь мы заходим крючком все в тот же столбик без накида на основании и делаем соединительный столбик. И переходим в следующую арочку. Снова под эту арочку мы вяжем 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Снова между лепестками все тот же столбик без накида на основании. Мы в него входим крючком и делаем соединительный столбик. И переходим в последнюю арочку, вяжем снова 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На 9 столбике мы останавливаемся, и теперь мы подхватим вот эту вот цепочку, с которой мы начинали, заходим в первую петельку,
и делаем соединительный столбик. У нас получается сейчас две цепочки. Это цепочка, с которой мы начинали, а это еще остаток нашей арочки. Мы опять заходим, возвращаемся в этот остаток и довязываем еще 6 столбиков без накида. Там было 9, теперь 10, 11, 12, 13, 14 и 15 мы захватим вместе с той цепочкой. 15. Теперь мы возвращаемся в основание, провязываем столбик без накида. Арочка, которая была первая, мы заходим в первую же петлю, вяжем соединительный столбик и провязываем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Эту же петлю мы считаем как раз, далее 2, 3, 4 и в пятую петлю провязываем столбик без накида и вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И это первый краевой раппорт нашего рисунка. Вот такой вот получается цветок. Получается цветок еще огранки. И далее переходим на следующий раппорт. Отсюда мы вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Отмечаем ногтем петельку, вяжем еще 3 воздушные петли. 1, 2, 3, накид на крючок и от крючка в третью петлю провязываем столбик с накидом. И у нас снова есть основание для следующего раппорта, для следующего цветка. Заходим в это основание крючком, провязываем столбик без накида. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И снова вяжем лепестки цветка. В цепочку первый вытянутый столбик. И далее из-под цепочки мы вяжем 8 удлиненных столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Связали, протянули ниточку через все эти петли и закрепили лепесток. А теперь заходим в основание, провязываем столбик без накида. Вяжем второй лепесток. 1, 2, 3, 4, 5, 6. От крючка в первую же петельку вытянули петлю и 8 удлиненных столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Закрыли все эти петли и закрыли лепесток. Теперь возвращаемся в основание, провязываем столбик без накида. И еще один лепесток. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В первую петельку вытянули петлю. И теперь еще 8 вытянутых столбиков без накида. Теперь мы все эти петли провязываем в одну петлю и ее еще раз провязываем. И возвращаемся в основание, провязываем столбик без накида. Теперь мы вяжем
12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Оставляем эту петельку между первым и вторым лепестком, заходим в столбик без накида и протягиваем через этот столбик. Вяжем опять 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Оставили петельку. Между вторым и третьим снова заходим в столбик без накида и протягиваем через этот столбик. И еще раз 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И за последним третьим лепестком на основании тоже есть столбик без накида. Мы в него входим, протягиваем нашу оставленную через этот столбик. Теперь мы обвязываем опять арочки. Первая арочка. Провязываем 15 столбиков без накида. Провязали, вернулись в этот столбик без накида между лепестками и сделали соединительный столбик. И вот наша следующая арочка, мы под нее тоже вяжем 15 столбиков без накида. Связали и снова, возвращаясь между лепестками в столбик без накида, делаем соединительный столбик. И у нас последний лепесток, последняя арочка. Мы вяжем первых 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Связали. Теперь мы подхватываем наш цветок, предыдущий связанный, отсчитываем от последней петельки 1 и 2 петля. Входим в нее и делаем соединительный столбик. Возвращаемся опять к нашей арочке, провязываем 9. Теперь возвращаемся опять, у нас нужно прикрепиться к этой цепочке. Мы пропускаем 1, 2, 3 и в 4 петельку. Присоединяемся к цепочке и теперь возвращаемся опять к нашей арочке и вяжем еще 6 столбиков без накида. Шестой мы подхватим вместе с той нижней цепочкой. Теперь зашли в основание, провязали столбик без накида и соединились с первым лепестком соединительным столбиком. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Эту же петлю мы считаем 1, 2, 3, 4 и в 5 петлю провязываем столбик без накида. И снова 1, 2 и 3. И вот мы с вами связали уже второй раппорт, сделали присоединение между
раппортами. Достаточно простые эти раппорты, но смотрите, как эффектно, как интересно смотрятся. И точно так же мы переходим на третий раппорт. Вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Теперь еще 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Накид на крючок. В третью петлю от крючка провязываем столбик с накидом. Возвращаемся. Провязываем столбик без накида в эту арочку, в основание нашего цветка. И отсюда мы вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вяжем первый лепесток. И закрепили лепесток в основании столбиком без накида. И точно так же мы вяжем еще второй и третий лепесток. Снова связали 3 лепестка и повторяем теперь по 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Оставили петлю, зашли между лепестками в столбик без накида и протянули эту петлю. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Оставили эту петлю между лепестками, зашли в столбик без накида и протянули петлю. Снова 12 воздушных петель. И последнее присоединение цепочки. А теперь мы обвязываем эти арочки по 15 столбиков без накида. Обвязываем одну арочку, вторую арочку, а на третьей мы опять остановимся вместе и вместе все поприсоединяем. Мы обвязали с вами уже 2 арочки, закрепили в столбике без накида и теперь переходим под последнюю арочку. Петелечки должны быть хорошо подтянуты и вяжем в начале 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Останавливаемся, подхватываем наш предыдущий связанный цветок и крепим эту петлю к нашему предыдущему цветку соединительным столбиком. Теперь возвращаемся к нашей арочке, провязываем еще один столбик без накида и крепимся к цепочке. 1, 2, 3 и возьмем 4-ю петлю, делаем соединительный столбик, возвращаемся опять к арочке, вяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида и 6-й мы захватываем еще и нижнюю цепочку, провязываем столбик без накида. Теперь заходим в основание, вяжем тоже столбик без накида и соединяемся с первым лепестком. Теперь вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И считаем 1, 2, 3, 4 в 5-ю петлю.
Провязываем столбик без накида. И до окончания раппорта мы должны сделать еще 3 воздушные петли, и потом у нас снова начинается новый раппорт. Я сделала повторение на 3 раппорта. И думаю, что этого будет вполне достаточно, чтобы понять, как вяжется у нас этот узор. Вот так вот, раппорт за раппортом, вы набираете столько в ширину, сколько вам это потребуется для вашего изделия. А мы сейчас перейдем с этого места на следующий ряд. Подхватываем опять петельку и делаем переход. Сначала вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем 1, 2 в третью петельку. Провязываем опять столбик без накида. Теперь мы вяжем 4 воздушные петли. Провязали. Накид на крючок и отсчитываем 1, 2 во вторую петельку. Провязываем столбик с накидом. И вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Вот наш центральный лепесток. Мы можем посчитать, это будет 8-я петля, или же по центру провязываем столбик без накида. Вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Оставляем петельку. Возвращаемся в эту же петлю, в этот же столбик без накида. И протягиваем через этот столбик без накида. У нас получается основание вот это вот для нашего цветка. Мы опять входим в это основание, провязываем столбик без накида и вяжем лепестки. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Первая петля от цепочки и 8 из-под цепочки. Провязываем все петельки, закрываем лепесток и заходим в основание, провязываем столбик без накида. Итак, вяжем точно так же еще 2 лепестка. Мы связали все 3 лепестка, и теперь отсюда мы снова вяжем 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Оставили петельку между первым и вторым. Протягиваем эту петельку. Снова вяжем 12 воздушных петель. Связали. Между вторым и третьим мы точно так же крепим эту цепочку в столбик без накида и снова вяжем 12 воздушных петель. И точно так же крепим на основании вот этот вот столбик без накида. И теперь обвязываем первую арочку. Вяжем сначала 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь, чтобы не считать на вот этих вот цепочках, гораздо удобнее присоединять к цепочкам вот таким вот образом. Я вам показываю на вот этом вот начальном углу. Мы заходим крючком с изнаночной стороны под цепочку, подхватываем петельку и перетягиваем ее через цепочку. Она присоединилась к цепочке. Далее мы вяжем еще 9 столбиков без накида.
и соединительным столбиком крепим столбик без накида. А теперь у нас вот эта вот цепочка подтягивается так, как нам нужно. Перетягивается, потому что она у нас свободно гуляет по цветку. И вот мы ее подтянули. Обвязываем следующую арочку. Опять заходим в столбик без накида на основании и делаем соединительный столбик. И вяжем последнюю арочку. Снова у нас вяжется 15 столбиков без накида. Соединительный столбик мы делаем вот этот вот столбик без накида на основании. И мы завершили вязание самого цветка. И отсюда вяжем 6 воздушных петель. Теперь отсчитываем 1, 2, 3, 4 и в 5-ю петлю мы протягиваем нашу оставленную петельку. Вяжем еще 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Мы связали с вами опять угловой раппорт, и теперь наше вязание идет в другом направлении, справа налево. Если первый ряд мы вязали слева направо, то второй ряд у нас справа налево, но к нам всегда будет смотреть лицевая сторона. Закончили раппорт. Делаем накид на крючок. И вот соединение между цветами. Мы от соединения 1, 2 и в 3-ю петельку провязываем столбик с накидом и оставляем петлю на крючке. Снова накид на крючок и считаем 1, 2 и в 3-ю петельку провязываем столбик с накидом. И теперь эти 3 петли провязываем вместе и вяжем снова 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И мы переходим к следующему раппорту. Опять по центру лепестка провязываем столбик без накида. У меня получается четкий центр, я даже не считаю, но а кому нужно, тот пусть посчитает 8-ю петлю. И вяжем снова 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. Оставили петельку. Заходим в этот столбик без накида, возвращаемся и провязываем, протягиваем через него нашу оставленную петельку. У нас опять есть основание для нашего цветка. Заходим в это основание, провязываем столбик без накида и снова вяжем вот точно такой же цветок. Вы можете уже абсолютно спокойно связать сами лепестки, потом вернуться арочками по 12 петель, а потом мы вместе еще раз присоединимся. Ну вот мы связали следующий цветок, сделали его лепестки и обвязали арочками. И теперь обвязываем снова эти арочки столбиками без накида, одновременно присоединяясь. Первая арочка мы вяжем сначала 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Оставляем эту петельку и снова делаем вход с изнаночной стороны под цепочку, подхватываем петлю и, прокручивая крючок, присоединяемся к цепочке. Теперь вяжем
еще 2 столбика без накида. У нас получается 8 петель. Оставляем эту петельку и крепим к предыдущему цветку. 1, 2 и в 3 петлю соединительным столбиком. И остается у нас под арочку нашего лепестка связать еще 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. И в столбике без накида на основании сделали соединительный столбик. И далее мы обвязываем следующие лепестки по 15 столбиков без накида. В основании сделали соединительный столбик и последняя арочка, снова 15 столбиков без накида. 1, связали и вот столбик без накида, мы в него делаем соединительный еще столбик. Мы с вами связали следующий раппорт, присоединили его к предыдущему цветку, и у нас между цветками получается вот такой вот уголочек. И далее переходим к следующему раппорту. Мы делаем все то же самое. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Считаем 1, 2, 3, 4 и в 5 петлю делаем соединительный столбик. Вяжем еще 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Накид на крючок. Теперь соединение между цветами мы отсчитываем 1, 2 и в 3 петлю провязываем столбик без накида, оставляя его на крючке. Опять накид на крючок, 1, 2 и в 3 петлю провязываем столбик без накида. И теперь эти все 3 петельки мы закрепляем вместе и вяжем 9 воздушных петель. И переходим к последнему раппорту. Опять по центру провязываем столбик без накида и повторяем точно такой же раппорт, как мы только что с вами связали. И мы его уже не просто связали, а научились присоединяться между раппортами. Вяжем самостоятельно этот раппорт. У нас связан уже 3-й раппорт. Все присоединения у нас есть. И у нас осталось сделать вот здесь вот по краю окончания. Мы обвязали уже все арочки. Последняя арочка у нас тоже обвязана до конца. И мы ее присоединили в основании нашего цветка. А теперь отсюда делаем зеркально, как было в начале ряда. Только это будет вот таким вот образом. Мы вяжем 3 воздушные петли. Связали. Теперь делаем накид на крючок. Пропускаем вот этот лепесток. На следующем 1, 2, 3, 4 петлю. Провязываем столбик с накидом. Теперь вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И оставили петельку. На этом же последнем лепестке мы считаем 1, 2, 3 и в 4 петлю протянули эту петельку. И мы сделали такое же окончание, как у нас было в принципе и в начале. И теперь можем перейти
на следующий ряд мы сделаем только лишь переход, вяжем опять 3 воздушные петельки, разворачиваем вязание, провязываем столбик без накида, и у нас вяжется 4 воздушные петли, накид на крючок, пропускаем одну петлю, в следующую провязываем столбик без накида и вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Опять по центру мы заходим в центральную петельку, провязываем столбик без накида, вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем вязание. Оно должно быть к нам лицом. Возвращаемся в эту же петлю и делаем основание для цветка. И теперь у нас опять вязание лицом к нам. Мы вяжем здесь цветок. Столбик без накида и провязываем 3 лепестка, потом цепочки по 12 воздушных петель и обвязываем их. Когда мы будем заканчивать обвязывать последний лепесток, я опять к вам вернусь. Ну вот, мы связали опять полностью цветок угловой. Вот было наше начало, вывязали цветок, и у нас идет последняя арочка. Мы ее сейчас вместе обвяжем и присоединим. Мы вяжем 9 столбиков без накида. Вот наша цепочка. И теперь, не попадая в цепочку, мы берем крючок под цепочку, делаем соединительный столбик, возвращаемся обратно под нашу арочку, вяжем еще 5 столбиков без накида. И шестой, подхватывая еще вот эту вот нижнюю цепочку. Теперь мы должны зайти крючком в основание, провязать столбик без накида и соединиться с нашим первым лепестком соединительным столбиком. И вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Отсчитываем 1, 2, 3, 4 в пятую петельку. Провязываем столбик без накида. Теперь мы вяжем 3 воздушные петли. И у нас сейчас развернем мы вязание на изнаночную сторону. Делаем накид на крючок. Считаем 1, 2. В третью петлю провязываем столбик с накидом, не довязывая его до конца. Опять накид на крючок. 1, 2. В третью петлю столбик с накидом. Мы провязываем все эти петельки вместе и вяжем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И снова мы подошли к следующему раппорту. По центру провязываем столбик без накида. И развернули вязание опять на лицевую сторону. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелек. Вернулись в этот же столбик и сделали основание для следующего цветка. Перешли, провязали столбик без накида и вяжем следующий цветок, точно так же присоединяя лепестки, цветки и цепочки. Ну, я достаточно
детально и внятно показала все присоединения. Сам цветок вяжется несложно, а присоединение нужно внимательно посмотреть. Ну а когда сам узор окажется у вас в руках, то вам просто подскажет логика, что куда присоединяется. Ну вот давайте еще раз посмотрим. Мы начинали вот с этого угла и вязали первый ряд слева направо. Делали переход и справа налево вязали второй ряд. Опять сделали переход и вот связали уже первый цветок третьего ряда и снова направление будет слева направо, но у нас всегда будет получаться лицевой ряд. Думаю, что этот узор должен вам понравиться. Вы обязательно воспользуетесь этим узором в своих красивых вещицах. Ну а я на сегодня буду с вами прощаться. До новых встреч, до новых идей и до свидания.